А вот эта моделька, ребят, сбрасывалась с космической орбиты. Крутая. Редуктор, Попробуй сделай такую. Да, вот без ЧПУ как Да. делать. Фига, блин. Реально что-то уникальное. А вот так, друзья, выглядит 18 тонн тяги. 2 по 18. На 6 работает на среднем. Угу, отлично. Мы приехали. Ребята, всем привет. Смотрите, какая роскошь. Давненько я мечтал сюда попасть. Это музей авиационной техники всевозможной. И сейчас мы будем все рассматривать. Вообще просто отвал башки. Сколько техники. Самый большой вертолет в мире. Ясное дело, здоровый. В вертолете подняли 40 тонн на 2250. По-моему, до сих пор много рекордов не побито. Ми-26, он как бы поменьше. Что за движки там? 6000 ГТД Д25Ф. Дальность полета 440 километров всего лишь. Ага. Прикольно. 25 тонн, а я думал 40 тонн у него. Чё? Грузоподъемность. Ну, а где ты грузоподъемность нашел? А вон, самая Грузоподъемность, нижняя. но на нем было установлено 40 тонн, он подняли. Ну, 25 это по паспорту. А 40... Это такая, да? Да. Крейсерская грузоподъемность. Видишь, 4 движка по 6500 лошадей. Ну, как бы и не так много. Ну, не так мало. Ну, на Ми-26 там, по-моему, 11 тысяч лошадей. А мне вот интересно, вот эти пилоны, крылья, они же тоже, видишь, какой-то аэродинамического профиля. Тоже имеют Обязательно. силу. Вот только непонятно, на них же дует винт вниз, как бы отталкивая там, как там с Хрен этим знает. воздухом, что там происходит вообще. Интересно, его завести в теории можно отстучать? Да я думаю, улететь можно на нем отсюда. Втулка просто нереально Что там за дерзкая. подшипники? Наверное, огромные просто, нереальных размеров. Шарики как бильярды. Лопасти реально шириной метр Ну где-то, да. если не больше. Как же оно дует, когда раскрутится. Ну, мне кажется, нежелательно здесь находиться при этом. Ага. Кстати, в очень хорошем состоянии. Видно, его поддерживают. А видишь, там как-то. эти гидропоры какие-то есть, наверное, загружают. У него задний, наверное, же этот аппарель есть. Видишь, там такие вот подпорки, когда заезжает что-то, наверное, чтобы фюзеляж не гнул его. А, вот сзади. Да. Мгм. Видишь, он же на гидростойках тоже. Это, наверное, знаешь, да, когда он взлетает, тоже он же может наклониться, и Может, чтобы ну, скорее всего, у него не же коснуться. У него сзади аппарель. Кстати, стопудово. много где такая применяется А. схема, даже на самолетах Есть пассажирских крюк, бывает. да, когда что вот Выдвигается. особенно когда он взлетает, чтобы это Да, было. просто что-то невозможное. Че он такой высокий? Высота с 4-этажный дом. 3,5 есть точно. Вот это В чем-то у аппарат. него нос был такой заплешивел. Какой-то типа. Облупилась краска, по-моему, на носу. Это он так вот стоит нормально. Это у него типа рабочий момент, что он так стоит раком кверху. Ну, получается, что так. Видишь, у него по бокам эти такие маленькие стоечки по велосипедному. Видишь? Как подпорки вот под крыльями, да? Ага. А подпорки зачем вообще? Ну, там чтобы он не поставили? заваливался. Он же не может на двух. А вот ты под него поставил, ну, чтобы не просел, видно, проседает соленье. Какие маленькие опоры. А здесь огромные. Выглядит потрясающе Ага. просто. Что-то невообразимое. Взлетная масса 210 тонн. Размеры просто, конечно, поражают. В общем, этот тебе больше всех нравится, да, Дим? Да, оно видно по цвету, он абсолютно другой. Ребята, полностью титановый самолет. По крайней мере, снаружи. Ага. Может быть, и не ржи немножко добавили. Ну да. Ну, не как ржа он, по-любому а я только не понимаю, есть. как он с таким плоским вот этим стекло у него как это? Так у как него на нос автобусе. поднимается, и у А. него вообще стекла нет. Ты А, понял? Он вообще насколько дурной. Он полностью закрывает вот это все Да? дело. Да. И у него вот там окошки остаются маленькие. А, И всё. тут как на автобусе. И только он что летит. по приборам летит потом только. На Ту-144 такая же система. Нос поднимается и все. Ударно-разведывательный самолет Су-100. Конечно, красавец. Видишь, такой, ну не идеально ровный, все такой, как будто его это Как будто гармошечкой, да? Немножко.
Но тем не менее. Все-таки он должен быть очень ровный, чтобы на таких скоростях летать. Скорость-то у него 3200, как ни крути. Для бомбардировщика, или кто это он? Ударно-разведывательный. А что он ударяет тогда? А у него 2 ракеты X-45. А бомбы вон те гигантские, это его? Не знаю, так положили для проформа. Бомбы реально крупноватые что-то какие-то. По-моему, покрупнее, чем там. Да. Или нет? Ну смотри, какие они прям вросли в землю уже. Под собственным весом. К центру земли стремятся. Я вот просто этого не понимаю. Ну почему? Ну почему такая боль? Знаете, о чем я, ребят? Вот смотрите. Закручено все какими-то винтиками маленькими. Вот их здесь просто сотни, тысячи. А вот там вдалеке, видно, не хватило им нержавеющих там или титановых винтиков. Закрутили на обычный черный металл, и все ржавеет. Вот оно ж отржавеет и отпадет просто-напросто. Да, титаниум. А самолет реально роскошный, весь титановый. Он мог бы здесь 1000 лет стоять. Но из-за вон тех говененьких винтиков он расклеится рано или поздно, 100%. И упадет, да, начнет отслаиваться. Ну, может, починят, в принципе, винтики можно заменить, да? Не, ну боль, согласись. Ну, красивый. Только от него можешь сюда посмотреть. Да, Это не жизнь. хочется уходить от Да. него. Ну, действительно, это, Красавец. конечно, хорошо. Ну, надо терпеть. Летом еще и травка зеленеет. Продувает здесь хорошо. Видно регулируемые сопла. Хоть заглушки и поставили, но вот сопла сжатые. В сжатом состоянии. Ах, ладно, пошли уже дальше. Такое? Ну, конечно. А куда Ну, человеку что ты залазить? сомневаешься, что оно может летать? А как оно падает просто на корпус? Ну, вот это я что-то не пойму, куда А у него человек. того- Ну, вон она, вон седлушечка, видишь? Вон сзади отверстие. Вот. Но у меня немножко поменьше, это какой-то здоровый. Да. А тот еще больше, смотри. Планера красивые вообще-то, да? Вон, Давай глянь, вот какие отсюда начнем. формы совершенные. О, фига, блин. Угу. Вообще с ума сойти. Какая-то прям полукосмическая техника пошла. 62 года долгий полет на стратостате Волга с последующим спуском на индивидуальных парашютах с высоты 25 километров. Вон они, шарики, Дим. У меня есть такой один. Ага. Видишь? Под кислород, под воздух. А тот вообще в целом как кислородный баллон, синий. Да. Зашли в ангар уникальной техники. То есть то была не уникальная, а вот это реально. Реально что-то уникальное. Дископлан Планер 1950-го. Диаметр крыла 5 метров, площадь 20 метров. 20 метров? Да, а что тебе? Да он выглядит таким маленьким. Ну, высоко подвис. Вообще маленьким. Ну, это вообще, выглядит. мне кажется, как будто авиамоделька, да, отсюда? Ну да. Там сзади еще один дископлан, но побольше. Как летающая тарелка сзади. Тоже дископлан. А снизу бак. Непонятные обтекатели сверху, как торпедный аппарат. Ну да. Вот тут бомба маленькая вообще. И сколько она весит? 480 килограмм бомбы кидали. ФАП-82. ФАП-82. Вот она 87 маленькая килограмм. вообще. 1914 год. Надо будет те посмотреть. Здоровые. Сколько весят? Ого. Ну да. Ничего себе. Ну, вообще-то здоровый. Радиаторы Самолет. так стоят, так просто Мгм. брынь такая из трубочных. Сзади. Да. Чтоб меньше сопротивления. А тут можно было рядом еще поставить. А видишь, у него как лыжки есть, что если так цепанется за что, чтобы Мгм. не дернулся. Лыжки какие-то деревянные, по-моему, тебе не кажется? Оббиты железом. Движочек рядом
Да? Мне вот всегда интересовало, как они делают движочки. Сколько? 140? Да. С открытым клапанным механизмом. Насколько это Ну, ресурсная вещь. Ну так солидол смазал и полетел. Насколько хватит? Здесь уже ротативный, по идее, движочек. Должен вместе с винтом крутиться. Думаешь, нет? А я думаю, да. Вот он прям как раз и вид имеет такой. А вон, смотри, реактивный движка планет. Да, я видел, обратил внимание на А него. что за движка, интересно? Вот неизвестно. Да. Просто такой маленький двигатель. Явно не молодой планер. Где его наковырять? Нас бы сюда на А. денечек, да с инструментом. А там уже и нет, наверное, его. Почему? Ну кто его вынимать оттуда? Да? А вот глянь, зверь какой. Дерзкий. Смотри. Какой-то свой шарм имеет. Лошадей такую хрень поднимал, по нему очень много надо, понимаешь? Конечно, конечно. Весь пожмаканный. Механист птицу зажует какую-нибудь него. Подкачал клапаном. 155 км в час. Видишь, трехцилиндровый движочек. Ну да. Первый в нашей стране цельнометаллический самолет Ан-2 сыграл. Все Туполев. Вот он Туполев вот с таких вот хренобор начинал, а потом там пошел изгаляться. Самолет, который поставил рекорд дальности. По-моему, со второй попытки они его сделали. По-моему, даже Чкалов на нем летел. Громов? А Чкалов не летал? А Чкалов на другом. Это, наверное, вот на этом. Громов летал непосредственно. Ну, на таком же похожем, да? Нет, может, это он и есть. Они же немного сделали, там две штуки. Да, сделали. две, по-моему. Это какой-то прям типа оригинальный. Ребят, ну кто в теме, вот он реально огромный просто. По сравнению со всеми остальными, здесь имеющимися самолетиками, он просто нереальных размеров. Просто нереальных. Я не ожидал, что он такой большой. Да, Ну, все-таки, чтобы рекорд поставить, да? Надо что-то необычное сделать. Да. Вот, долетел через Северный полюс, до Штатов долетел. Да. Нам долголетик надо похож. Мы сделаем. Ну, он у нас же похожий, тоже большой. Тоже крыло длинное. Опять же, толщина крыла здесь такая приличная. Подъемная сила хорошая. Винт, возможно, был полированный даже на нем когда-то. Он вообще-то металлический или деревянный? металлический. Что-то он какой-то странный. Думаешь, металлический? А может и деревянный какой? Деревянный, наверное, скорее всего. С каким-то лонжероном стальным там, да? Ну-ка, где-то. Ну, машина вообще, весь обтекаемый. Да. Даже вот сзади Да. колесико обтекаемое. Ну, машина вообще. А он сам вообще металлический, ты думаешь? Металлический. Что-то снизу он какой-то пожмаканный. Есть размах крыла здесь? Не, надо почитать, я там дома почитаю. 900 лошадей мощь, потолок 8 километров, скорость 250, дальность 13 тысяч километров. А вот эта моделька, ребят, сбрасывалась с космической орбиты с высоты 100 километров в час. Не, в 100 километров она сбрасывалась, да. Сбрасывалась со скоростью 7,3 километра в секунду. Проверялась модель, то есть модель Бурана будущего. Ну, в общем, чтобы знать, куда лепить жаропрочные, чтобы знать, куда лепить жаропрочные плитки. А куда очень жаропрочные. Сзади какой-то вертолетик необычный. С реактивным двигателем на краях крылья. Причем двигатели довольно-таки маленькие там на концах стоят. А винт длинный, да? Ага. Чтобы хорошее плечо было. Вот этот я хотел еще посмотреть. Еще с детства. У меня была такая модель. А, это который с ракетным двигателем? Ну да. У него, кстати, скорость какая? Скорость 900, а он не полетит 900 просто. всего лишь. Ну, он маленький такой. Вообще. Истребитель-перехватчик. Вот что он мог перехватить такой маленький? Не знаю. Ну, он Время на реально 5 малыш. километров 30 секунд, понимаешь? Вот он на то и нужен был. Лохнесское чудовище. Р-20, видишь, всё, 800 килограмм тяга. Ну, пушка приличная у него. РД-20. Да, 37 миллиметров.
РД-20 это же с BMW, который стырен. Да? Да? Потом пошел ВК-1. Да. А еще был какой-то полупоршневой, Ну полуреактивный. это так, они не пошли, что И он, компрессор, да. и вот он какой-то такой подобный был. Это как бы не он. Понятно, не пошли. Я тоже пробовал такое делать. Оно не очень. Две пушки он снизу 23 миллиметра, да, и одна 37 миллиметров. Мгм. Всех убью, один остался. Пушки знатные у А он него. вообще как будто его топором делает. Смотри, есть такой желтый. Да. Ну, он уже повидал, наверное, Ну, он многое что повидал? на своем Он там веку. Стучался, что ли, об птичек? Ну, а ты думаешь, он вот никогда такой и был боялся, шлифованный весь? Да не, Смотри, он шлифованный какой-то. Он алюминиевый или он... алюминий. Он, по-моему, и в шпаклевочке. Видно, наверное, под восстановление. Такой достаточно грозный аппарат. Слушай, этот компрессор-то у него здоровый, да? И он как-то как бы все-таки осевой он, да, получается? Да, да. Хм. То есть с немецкого, ты говоришь, это вот как на мессершмиттах стояли, Да, да? да, да. Там был один Скопирован. BMW, а второй то ли Юнкерс. Да, да. И вот у них один РД-10, а другой РД-20 у нас назвали. Ну вот этот РД-10. А там РД-20. На вон том. Выпускалось просто в каких-то безумных количествах. Особенно ВК-1 двигатель. Ну и, соответственно, МиГ-15 тоже. Вот они, неуправляемые авиационные ракеты. Видишь, видно? Как они, видишь, такие хвостовые. Практически эти, как для фейерверка, видишь? Ага, Он их это раскрывает. выпускается. Отсюда выводим. Кассета и, собственно, ракеты сами неуправляемые. Слушай, Так они 30-миллиметровая подтарчивают. Пушка, 23, больше пушек Ну а лучше. как? Больше пушек, много пушек не бывает. Да. Пушки наши все. Лопасти немножко уставшие, но зато можно посмотреть, из чего они состоят. Ну, они такие, вон, видишь, там Что сотовый в них наполнитель внутри? какой-то. Каких-то этих. Яковлев? Да, видишь, он Да. как рыба-парусник этот. Да, все остроносые. Видишь, он все, это какой-то коротыш вообще. Везде есть шило какое-то. Здесь, здесь. Ну и здесь тоже. А этот Яковлева или нет? Ага. Ну тоже с шилом. Так, что у него тут за мощность? У него 6 Тяга тонн. 9400 А здесь кг. А, это взлетная масса. 6 тысяч. у него. Тяга 6000 Да. кг. А как же он тогда взлетает вертикально, Ну, если это у него... взлетная какая-нибудь, я не знаю, с полным этим. Если у него тяга меньше, ну это, наверное, одного двигателя, а их два, скорее всего. Да, 2, это точно. Да, тяга каждого. Ну, как бы вот кажется небольшой. А вот маленькие ГТД. Ну реально вот обрати внимание на общем, на фоне всех остальных, какие они маленькие. А, ну вот, можешь сравнить, смотри. Слушай, а вот смотри, вот Ми-6 пожарный без этих, без... Крыльев. Да. Крылья как доп. Опция. Причем там вообще даже намека нет на крылья. Конечно, Ми-6 круто выглядят с этими крыльями. Но отказались уже их практически нигде. Хотя на К-52 крылышки тоже есть. Конечно, увидеть Ту-95 тоже приятно. Это уже какой-то более современный вариант. Чистенький, свеженький весь такой. Но далеко, близко нельзя подойти, жалко. Здесь вот такие перегородки, цепки, заборы. Кругом ограждение, близко нельзя, не получается подойти. МиГ-29, тоже очень серьезный легендарный самолет, истребитель. Сейчас я вот этот еще посмотрю, тоже какой-то он очень уставший. Что это, Су-27? Ой, а там вот Су-25 стоит. Где-то очень Грач далеко, вон там, да. Тоже какой-то весь он облупленный. И этот, видишь, За побитый дворкой. жизнью. А что ты говоришь, там за Смотри. ним стоит? Да. Далеко, к сожалению, вот опять же не подойти, ну, крайне интересный агрегат. Но у него же тоже должны быть крылья, да, потом в Вот, будущем? Вот это и все. Это и все? Это А всё. как же он лететь будет? А вот. Какой-то прям, как, я не знаю, Бегемот. ящер какой-то. Да. Ну вот оно как-то летает. О, тележки. Ох, Антей.
Кстати, движки по 15 тысяч лошадей каждый. Да, нам бы здесь на недельку с инструментиком вы вот для DIY наковыряли бы. Ну да, ну всего лишь для DIY. Мы же DIY-щики лютые. Это, видимо, очень важная вещь. Наверное, и правда тормозной парашют. B12. Колесико убирается, интересно. Прям вот так складывается в заднюю часть. Это легенда МиГ-31. Донора нашего? А, Як-40. Ну да. Маленькие двигатели. Ну вот, МиГ-31. Оп. Вот она, форсажная камера нереальных размеров. Да, движка-то там, вот это форсажная камера, да? Да, движка там, за вон теми кольцами. А вон видно там турбины, видишь? Ага. Лопатки там. Ага. Не, вон там. Так, наверное, на камеру хуже видно. Вижу. О, вот так уже посветлее, и там будет видно что-то. МиГ-25 без движков имеется. А вон донор, смотри, какой хороший. А вот так, друзья, выглядит 18 тонн тяги. 2 по 18. Неплохо, не правда ли? Красавец. Я мечтал его увидеть. И у меня вообще все мечты сбылись сегодня. По увиденному. Чё тут только нет. А вообще трудно где-либо увидеть. В Жуковском еще один стоит так. Как Буранов, по-моему. Даже Буранов, наверное, Смотри, больше. какая у него эта механизация крыла адская, он, блин, это. А видишь, Завернуто вот да. так, да? а Ну, он, видишь, это так и должно быть на самом деле. жопа титановая или из нержи, да, видишь? Ага. Это потому что от двигателей, чтобы не Ну да, пришкварывало. чтоб не подгорало. А вон как раз пятка, вот про которую ты говорил, как взлетает, если жопой цепляет, Ага. чтобы хвост не отбил. Причем это пятка. Гидравлическая. Причем, смотри, он довольно-таки может на большой угол подниматься. А сейчас есть лайнеры, у него и так жопа уже почти возле земли. Ага. Ну там прям целая технология взлета, чтобы А тут взлететь. называется, как-то у них даже что-нибудь О, можно прям рассмотреть. килограмм на сантиметр. Что 750, что здесь 752 рабочее давление? Куда они это? Что это, да? Что это, А блядь? колесики как тебе? Ага. Да. Круто. А неплохой, но 1900 килограмм у тебя. На реактивной тяге. Скорость 1100 на 1000 километров. Так, Аэрофотосъемка. Вариант самолета мишени, он аэрофотосъемку вел такой. наверное, съемку, как в него попадать. Так, подожди, мишень, а зачем ему тогда посадочная все вот это? Нет, он как, либо как самолет мишень, либо как аэрофотосъемку производить. Как Он беспилотник. сам, да. А посадочный прикольно, просто на какие-то лыжи плюхи. Это у нас ракетоплан, по-моему, он. Пилотируемого этого. Орбитального самолета, да? То есть у него тоже покрытие снизу жаростойкое для входа в плотные слои. Очень маленький он. Это самолет двигатель есть, это он на заход на посадку тестирует. Как у него посадка на вот эти пятаки производится? Куда Не там? знаю. Вон как На что там? На грязь, на воду? грязь разводить. Смотри, а часть лопастей, вот кромка, видишь, неровная, чуть выпирают два этих, тоже для какого-нибудь хреновнения. Мне просто. кажется, это для регулировки оставлено. Подгибают вот эти части. Может, Они да. тонкие. Кстати, самолеты, вот если присмотреться, они все там сзади кромки, то там чуть-чуть подогнуто, то там. Для баланса. Это Причем достаточно. летчик-испытатель это как бы, ну, такая профессия именно еще и регулировщика самолетов. Не просто он там, знаешь, один раз испытал самолет и все. Они продолжают работать. Каждый новый самолет испытывается, регулируется все, настраивается, тримируется и так далее. Были одна на 10 лошадиных сил, одна на 20, всего 30 лошадиных сил, а вес больше тонны. Конечно, с таким сопротивлением. Это ж 1 к 1 модель, да? Вот он так как бы из рейки был создан, да? Без профиля крыла, без ничего, да? Небольшой вылет у него был, вот, стринговый. Ну, он, видишь, там такое сопротивление, что куда он там Ну, кто его полетит. знает, из чего он не смог бы летать. Это, Ну, на после паровой-то все тяге, да. статьи, но не было как такового зафиксированного взлет и
посадка, даже пускай в сколько-то секунд. О, какой движок Я интересный. больше, конечно, придерживаюсь второй версии. Это ж вообще легендарный самолет. Это Шишак. Я думал, у него более крупный движок. А у него сколько-то лошадей? 500, 480. Все так интересно, все распилено. А он нижний, ну, не хотел сказать нижний клапанный, но можно сказать, нижний распредвальный, да, распредвал в центре. А ты знаешь, он 4-клапанную головку-то имеет. Ничего себе. То есть старенький, а уже были такие технологии. Не жалели клапанов. Вал под конус. Мощный. Вот винт у него тоже как бы не сверх фантастики. А он с переменным же шагом? Не, тут вон вообще на болты. Ну это, ну да, на болты закручен. Он вообще как не настоящим показался. Да? А нафига он не Видишь, умеет? как стартер, как он там, ручкой заводить. Я не понимаю, как оно не изнашивается. Туда же все-таки попадает пыль и прочие дела. Да? Масленкой? О, видишь? Мазута была более вязкая. За счет каждодневной смазки, да, работал? Валок такой маленький. Мощность 80 лошадей. Ну вот тут масштабы чувствуются. Вин гигантский какой-то. Он из бальзы, я надеюсь. Нет. Или весит, как шпалы. Да как, какой-то дирижабль пофиг. Ну как пофигу, вообще легче воздуха аппарат. Как же пофигу-то? Наоборот. Внутри куча моделей разных. Это двигатель дирижаблевый. 80 лошадей. А на чем он там работает? На паровой тяге? Он что, 8-цилиндровый? Что это, цилиндры? 2,5 метра. Ну тут уже он похож на качественный. Крутка такая хорошая. Клееный. В полосочку. Из красных пород древесины. Двигатель на 37 лошадей, такой маленький, двигатель гном. 37 лошадей, вон там. Сколько, 37? Да, а вот здесь 50, ну как-то не вяжется. А это такой посовременнее. Видишь, А один, вот через один редуктор. горшочек, маленький движочек и Редуктор. 37 лошадей. Это Ага. даже по современным меркам как бы нифига не мало, да, для такого размера. А какого года это сам? Необычные, конечно, двигатели тут. Много интересного. Интересных решений конструкторских. Раньше, когда все делали, все как решения были интересные, потому что никто не знал, что как делать. Как лучше. Да. Не пришли еще к общему мнению. Здесь вот, например, рубашки охлаждения сделаны из медяшки Из какой-то. самовара. У тебя из чайников супловые аппараты, а у них из самовара рубашка охлаждения. Вообще самое интересное, что один клапан используется. А как же впуск-выпуск? Что-то одно только здесь. Не знаю. И он, ну тут вал нормальный. Он не ротативный. Не, раздательно. Нормальные вполне себе подшипнички стоят. А Ну, вот такая- это, ребят, ротативный двигатель. Он крутится вместе с винтом. То есть вся вот эта вещь с цилиндрами, все вращается. Как огромный маховик. М. Прям вот на двигатель прикручивается винт. И все. Все вращается целиком. Как бесколлекторники. Сейчас эти. Кстати, да. Ага, ну так, чтобы не развалился. Это тоже, похоже, клапанный механизм особой конструкции. Тут качалки какие-то, качели. Да? Да, ну, Смотри. хрен его знает, похоже. Ну, видишь, оно, похоже, все вот это качается Как-то. и переходит на клапан.
Опять же один. Короче, как-то надо почитать немножко. Ну да, да. Ну этот уже как-то более похож на человеческий двигатель. Похож на дизель. Это не дизель? Нет. Головки такие, похожи. Все в оребрении, вверху и внизу. Вот было бы ТНВД. Слушай, а может быть, подожди. А может быть, кстати, да, нету этой свечи-то. Где свеча? Ну, он, видишь, прям сразу похож был Да. на дизелек. Вот же ТНВД и... Все-таки угадал Вот я, видишь, да? так, ну вот на форсунке. Ага. Вон форсунка, все. Ох, А, клапан. нет, свечка. Есть? Свечка. Видишь, подсвечку сбоку. Мгм. А это что такое? Так это распределитель может быть такой какой-то свечной. Думаешь, что свечка? Слишком большой там объем, да. Это бензин. Слишком большой объем камеры сгорания не может быть на дизеле такой. А вот и карбюраторчик, да? Карбюрчик же. Да? Ну вот. Он даже 300 лошадок. Пошли движочки посерьезнее. Этот 200 лошадок. Объем не пишут. Пишут массу и лошади. Но объем здесь приличный, судя по этим ведрам. Карбюр в развале. Уже какое-то подобие системы впуска даже существует. 8 котлов. 300 лошадей. Уже можно нормальный самолет собрать. А здесь сколько? 65? Рядная шестерочка. 250. Тоже прилично. Да. Винт с двух сторон прям зажимается. А видишь, авиация, видишь, какое оно тоненькое все Ага. равно. Все, Оно втулка. прочненькое, но тоненькое. Прочненькое, но тоненькое. И вот с двух сторон, чтобы хорошо дерево зажать, чтобы не провернуло. Распредвал сделал на этом же. Такие гнутые, это, видишь, такие штанги с роликами. Кстати, я таких распредвалов не видел еще пока. Ну вот смотри. О, это 1000 уже нормально. Я разбирал движки одно время, движок современный, ну до распредвала не добрался. На колесиках бегают 1930. толкатели и открывают А клапана. это какой-то типа копирайт циклона или еще какого-то. Он вообще гигантский. 1000 лошадей? Что? 1000. 1225. А год выпуска? 33. М, Это на ТБ-7, ТБ-5 это бомбардировщики здоровые такие вдали. м. Смотри, вон видишь этот компрессор. Да, я вот здесь вижу его. Или он и там тоже есть. А нет, редуктор. Турбину прям. Прям огромную. Прям настоящую. И турбина осевая причем. Не центробежная. А он компрессор, она за счет выхлопа, да? Прям? Да, ну вот на выхлопе турбина, как обычно. Ага. Просто мы привыкли, что она центробежная, а здесь осевая. А вот это компрессорная, я думаю, часть. Вдувать во впуск. Вот с этого патрубка. А ты такой, первый раз такой вижу шестеренку, такой редуктор. Видишь шестеренку? Не, таких не видел. Вижу, он же, это видишь, это же шестеренка. он, да? Крутая. Редуктор, Попробуй сделай такую. Да, вот без ЧПУ как Да. делать. да. Так, смотри, какие Не, ну, пошли. наверное, тоже концевой фрезой какой-то. В Да. одну сначала сторону, потом в другую. Двигатель с вот такого самолета. Там их 4 штуки. Целых. Клапана приличные. Распредвалы здесь уже в головках стоят. Все как обычно уже. По обычной схеме. Весь порезанный, чтобы видно было. Колец аж целых. Раз, два, три, Он 4 еще кольца. инжекторный. Ну, редуктор непонятно, зачем было такое делать. Или это все-таки оригинальный Ну, со звездочками. самолет Кожедуба? Трижды Герой Советского Союза, наверное. Реплика, не реплика, не знаю. Звездочек много, конечно. И видишь это? Поназбивал. 3 звезды. Да. Самолет Ла-7. 1850 лошадей. Планетарный же получается? Конечно. Да. Вот привода еще это вот этот как раз вот от этого. Тоже привод на что-то. Да.
На что-то непонятно. На что? Вал мега. Мощность 1850. А, ну это с Ла-7. Серьезная такая? Да нереально серьезная. Да вот подобный движок стоит на Ан-2. Только там 1000 всего лишь Да. лошадей. Ну тут Там он ошедший. форсированный, я Ну, думаю. Ну все это идут, это рай-циклон. А, с подожди, это- форсированный. Или Pratt & Whitney. Их 2 ряда здесь просто. А, да. Видишь? А, это копия, второй ряд. на самом деле, я потом скажу, это копия Pratt & Whitney какого-то двигателя. Вот я думаю, это что-то подобное там Да. и стоит Да. на Ан-2. Да? На Ан-2 он в один ряд. Там, и 36. Ну да, я же говорю, подобное, немножко форсированное. А есть, который биплан такой же был с этим, делал там, так вот М-м. похожий. Да, не помню. Вон. А, ну да, вспомнил. Вот она вспомнила. Ну это какой-то пузан летающий вообще, да? Ну он вот не такой уж и маленький на Ну, самом не такой деле. же большой. Ну и небольшой. Ну вот если... В него бы ТРД поставить, чтобы там выхлоп был. Труба. Такой, знаешь, турбовентиляторный от Ту-154. А тоже, видишь, там задвижки есть у него, все. Винт наполовину не работает, перекрывает фюзеляжем. Да, есть и такой. Ну вот этот похож на настоящий, да? Вот тебе Ашер, вот, а там... А, ага, точно. Да, 1000, да? Мгм. Да. Ну вот он. Да, и трубки все как бы уже по современному. Свечи. Все такое. Так а где он стоял? На вот этом, что ли? Нет. Ну это просто здесь стоит. М. Прикольный движок. 30 литров объем у него Да. всего лишь. 1000 лошадей. А вот видишь, вот эта вот хрень всего 370 км в час летала. Ну, так это биплан. Это для нее даже много, если честно. Как-то многовато даже. Легендарный по 2. Смотри, красавец какой. Он, наверное, вообще медленно летал. Двигатель 160 лошадей. Скорость 145 километров в час. Движка наружу вся, просто выхлоп вот так вот. Самовар. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Если хотите оперативно видеть выпуски, бейте в колокол. Всем пока, до новых встреч!